Приветствую вас, коллеги, на канале Веселый Инженер. Сегодня мы поговорим о вещи, которая могла навсегда изменить ход технологической истории, но была спрятана в долгий ящик. Представьте себе устройство, способное накопить столько энергии, что машина проедет сотни километров, а заряжаться будет за несколько минут. Оно не стареет, не боится морозов и абсолютно экологично. Звучит как фантастика. А ведь этот аппарат был изобретен еще в Советском Союзе. Это супермаховик профессора Нурбея Гулия. Его пытались запретить, над ним смеялись, его засекречивали. Но в чем же состоял главный, смертельно опасный недостаток всех предыдущих подобных систем, которые Гулия смог победить? Чтобы понять гениальность решения, давайте вспомним, что такое обычный маховик. Это просто массивное колесо. Люди использовали его тысячелетиями, от гончарного круга до паровых машин. Кажется, разгони стальную или чугунную болванку до огромных скоростей, и она накопит море энергии. Но тут вступает в игру безжалостная физика. При критических оборотах центробежная сила разрывает монолитный металл. И это не просто поломка, это настоящий взрыв. Осколки разлетаются с колоссальной энергией, пробивая бетонные стены и уничтожая все на своем пути. Именно эта взрывоопасность десятилетиями тормозила развитие кинетических накопителей. Но тогда вопрос: как молодому студенту удалось обойти этот суровый закон сопромата? В начале 60-х годов эту задачу взялся решить тогда еще очень молодой инженер Нурбей Владимирович Гулия. Он понял, что бороться с природой металла просто бесполезно. Монолит всегда имеет скрытые микротрещины и другие дефекты. И тут ему пришла в голову блестящая, я бы даже сказал, парадоксальная идея. А что если полностью отказаться от сплошного диска? Он взял тончайшую стальную ленту, толщиной-то всего в 0,1 долю миллиметра, и начал плотно наматывать ее рулоном, проклеивая слои специальным составом. Так родился первый в мире ленточный супермаховик. Но почему этот простой, казалось бы, слоеный, я бы сказал, пирог из ленты оказался способен творить настоящие чудеса на жестких испытательных стендах? Секрет крылся в уникальном перераспределении напряжения. В навитом из ленты диске центробежная сила работает иначе. Прочность тонкой вытянутой стальной ленты на разрыв в несколько раз выше, чем у массивной кованой заготовки. Это позволило раскручивать конструкцию до невиданных скоростей. Вспомните механику. Запасенная кинетическая энергия растет пропорционально квадрату скорости. Чем быстрее мы крутим, тем больше энергии сжимаем в каждом килограмме массы. Но что произойдет, если мы все-таки превысим предел и доведем этот бешеный волчок до неминуемого разрушения? Результат эксперимента оказался воистину ошеломляющим. В 1966 году Гулия поставил свой первый образец на мощный разгонный стенд. Приборы фиксировали невероятные 28 тысяч оборотов в минуту. Скорость на ободе достигала 400 метров в секунду, это быстрее скорости звука. При таких нагрузках обычный чугунный диск давно бы разнесло в клочья, уничтожив всю лабораторию. А супермаховик работал, демонстрируя удельную энергоемкость, далеко превосходящую лучшие аккумуляторы, во всяком случае, того времени. И тут экспериментаторы решили намеренно разорвать его, чтобы проверить пределы его безопасности. То, что они увидели после аварийной остановки стенда, навсегда изменило подход к конструированию накопителей во всем мире. А именно, взрыва не произошло. Это было гениальное, фундаментальное свойство супермаховика. При критических оборотах у него рвался только один, самый внешний виток ленты. Оторвавшись, он просто распускался, прижимался к стенке защитного кожуха и тормозил всю конструкцию за счет мощного трения. Разрыв оказался абсолютно безопасным. Исследователи просто обрезали лохмотья, заново приклеивали конец ленты хитрым способом с заужением, и маховик снова был готов к суровой работе. Никаких смертоносных осколков. Однако, чтобы система работала идеально, без биения, нужно было решить еще одну сложнейшую проблему, скрытую в самом, так сказать, сердце этого диска. Проблема заключалась в центральной ступице. При бешеном вращении внешние слои ленты сильно растягивались и стремились оторваться от оси. Если бы центр был жестким,
тяжелая намотка просто соскочила бы. Гулия нашел невероятно изящное технологическое решение – упругий центр. Его делали из обычного конструкционного текстолита, который податливо растягивался вслед за лентой, сохраняя плотный контакт. Сегодня для этих целей применяют сплав никеля и титана – нитинол, обладающий псевдоупругостью. Идеальное прилегание на любых скоростях было просто гарантировано. Казалось бы, путь к массовому конвейерному производству полностью открыт, но тут в дело вмешались академики, как говорят у нас, старые закалки. Академический мир встретил изобретение просто в штыки. Когда Гулия официально заявил, что его система в вакууме на магнитных подвесах способна сохранять энергию с КПД до 98%, на него вешали тогда обидный ярлык создателя вечного двигателя в кавычках и так далее. Для консервативных умов такие цифры казались термодинамическим бредом, хотя они абсолютно не противоречили законам физики. Уникальная эффективность накопителя вызывала зависть и глухое недоверие. Ученому приходилось с боем практически доказывать каждый свой расчет, пробиваясь сквозь бетонные стены бюрократии. Но если гражданские академики сомневались, то люди в погонах очень быстро сложили 2 плюс 2. И это привело к неожиданному повороту. Спецслужбы и оборонный комплекс мгновенно оценили реальный потенциал супермаховика. Импульсная отдача колоссальной мощности. Это было идеально для питания секретных лазерных установок, электромагнитных пушек, систем стабилизации спутников и создания абсолютно бесшумных приводов для подводных лодок. Технологию признали критически важной и присвоили жесткий гриф секретности. Именно поэтому она на долгие десятилетия исчезла из поля зрения гражданского сектора. Разработки были надежно скрыты за высокими заборами закрытых научных институтов. Но знаете ли вы, как Гулия попытался применить свое изобретение в обычных автомобилях, несмотря на все суровые запреты? Об этом и об одном секрете мы уже узнаем прямо сейчас. Представьте, советский ученый создает гениальный накопитель, а его засекречивают из-за военного потенциала. Государство перекрыло кислород для гражданских разработок. Кстати, если вы хотите знать больше таких закрытых инженерных тайн, видеть уникальные чертежи и разборы реальных технологий, подписывайтесь на мой закрытый канал в Boosty «Промаши настроения». Там мы глубоко копаем то, что не попадает в открытый доступ. Но давайте вернемся к Гулии. Он все-таки не сдался. В условиях секретности и дефицита материалов он все же умудрился создать гибридный транспорт. Но как обычный УАЗик и курский автобус поехали на энергии вращающегося колеса? Вот вопрос. В 70-е годы по улицам Курска действительно ездил экспериментальный автобус с маховичным рекуператором, а позже систему ставили на УАЗ. Идея просто гениальна. При торможении кинетическая энергия не стирает тормозные колодки, превращаясь в бесполезное тепло, а мощно раскручивает маховик. При разгоне эта же энергия без потерь отдается обратно на колеса. Экономия дефицитного топлива тогда достигала невероятных 40%. Машины обладали потрясающей рваной динамикой. Казалось, вот она, транспортная революция, чистый, почти вечный двигатель для города. Но почему же сегодня мы не ездим на таких машинах? Причина кроется в одном капризном и очень сложном механическом узле. Главным камнем преткновения стала трансмиссия. Как передать крутящий момент от бешеного вращающегося маховика на колеса с их огромными оборотами? Диапазон редукции просто колоссален. Гулия разрабатывал сложнейшие ленточные дискретные вариаторы. Но в те годы они получались громоздкими, дорогими и очень сложными в обслуживании. К тому же советские министры отмахивались. Зачем нам экономить бензин? Стоит копейки. А позже на рынок мощно ворвались химические аккумуляторы. Электричество передавать по проводам казалось проще, чем укрощать кинетическую ярость механики. Однако, если мы сравним маховик с современными литиевыми батареями, откроется весьма интригующая и неудобная картина. Давайте посмотрим суровой правде в глаза. Ваша дорогая батарея в электромобиле начнет умирать уже через пару тысяч циклов зарядки.
Она безвозвратно деградирует от мороза, боится жары, а ее сложная утилизация – это настоящий экологический кошмар. Супермаховик же – это бессмертный воин энергетики. Его ресурс – сотни тысяч циклов. Он может безотказно служить 20-30 лет, работая в абсолютно любых климатических условиях. Он не содержит токсичной химии и в конце жизни просто отправляется в переплавку, как металлолом. Казалось бы, вот он, идеальный накопитель. И мир наконец-то начал это осознавать. В наши дни технология переживает невероятное перерождение благодаря материалам космической эры. На смену тяжелой стальной ленте пришли сверхпрочные углеродные волокна, кевлар и даже графеновая бумага. Современный композитный ротор наматывается с микронной точностью промышленными роботами. Графеновая лента в 10 раз прочнее качественной стали, а весит в 5 раз меньше. Удельная энергоемкость таких современных систем взлетает просто до небес, играюще превосходя химические аналоги. Намотка из нитей, пропитанных полимером, позволяет достигать фантастических, я бы даже сказал, запредельных скоростей. Но крутить такой ротор в обычном воздухе и на стальных подшипниках значит терять львиную долю энергии на губительное трение. Как же тогда инженеры заставили маховик парить в пустоте? Это просто настоящее торжество современной физики. Чтобы маховик не терял накопленную энергию, его помещают в прочную герметичную вакуумную камеру. Нет воздуха, нет аэродинамического сопротивления. А вместо обычных шариковых подшипников используют активную магнитную левитацию. Тяжелый ротор буквально парит в пространстве, ничем не касаясь стенок. Умные электромагнитные катушки миллисекунда за миллисекундой корректируют его положение. В результате механическое трение снижено практически до абсолютного нуля. Маховик может вращаться часами и сутками, бережно сохраняя каждый джоуль ценной энергии. Подобные высокотехнологичные системы из фантастики стали реальным коммерческим продуктом. И первые, кто оценил их по достоинству, были строители современной транспортной инфраструктуры. Сегодня сверхнадежные маховики триумфально возвращаются на рельсовый транспорт и глубокие шахты метрополитена. Тяжелый многотонный поезд при торможении выделяет огромный импульс энергии, который химические батареи не способны поглотить. Они мгновенно перегреваются. А вот супермаховик, тихо стоящий на тяговой подстанции, мгновенно вбирает этот мегаваттный удар и уже через минуту мощно дает его другому поезду для разгона. Это радикально снижает пиковые нагрузки на сети, экономит до 30% электричества, а это, скажу вам, очень много. Но это далеко не предел. Следующий шаг – это решение самой болезненной проблемы современных электромобилей, о которой так не любят говорить производители батарей. Зарядка электромобиля на трассе. Чтобы быстро зарядить мощную машину, за 10 минут нужна отдача в сотни киловатт. Если поставить такую станцию, у вас расплавится городская электросеть. Решение уже активно работает. Кинетические зарядные станции. Внутри прочного блока небольшой моторчик часами неспешно накручивает маховики от слабой сети. Подъезжает автомобиль, и маховик обрушивает всю накопленную кинетическую ярость в сверхбыстрый генератор. Ваш электрокар заряжается мгновенно, а местная электросеть даже не чувствует перегрузки. Но если маховик так легко способен питать прожорливые автомобили, что мешает ему питать целые мегаполисы? И здесь масштабы внедрения просто поражают воображение. Добро пожаловать в большую энергетику. В 2024 году в Китае запустили гигантскую маховиковую станцию мощностью 30 мегаватт. Зачем, спросите вы? Причина проста. Ветряки и солнечные панели выдают энергию непредсказуемыми рывками. То густо, то пусто. Массивы огромных супермаховиков выступают здесь идеальным буфером. Они стабилизируют частоту в сети гораздо быстрее любых газовых турбин, сглаживая опасные скачки напряжения за миллисекунду. Это стальное сердце современной умной сети, которая бьется без устали и износа целыми десятилетиями.
Но самая амбициозная, самая сложная задача для маховиков находится там, где любая механика и любая ошибка в ней стоит миллиарды долларов. И, что самое главное, человеческие жизни. Поднимем взгляд в ночное небо. Космос. НАСА и другие передовые агентства активно тестируют маховики для Международной космической станции. На орбите маховик выполняет сразу две жизненно важные функции. Во-первых, это вечная батарея, которая неустанно накапливает энергию, допустим, солнца на светлой стороне, и дает, когда находится в глухой, то есть в тени. Во-вторых, используя тот самый гироскопический эффект, эти же маховики могут прецизионно управлять ориентацией станции в пространстве без расхода драгоценного реактивного топлива. Но это просто подлинный шедевр инженерной мысли. Накопитель энергии, рулевое колесо в одном компактном флаконе. И все это великолепие стало возможно благодаря тому самому принципу ленточной намотки, заложенной в далеком 1964 году. Так к чему же мы пришли сегодня? История супермаховика Нурбия Гулия – это трудный путь от смелой идеи, высмеянной бюрократами и засекреченной в СССР, до критически важной технологии 21 века. Суровая физика не терпит обмана. Кинетическое накопление – это абсолютная мощь, долговечность и чистота. Мы стоим на пороге эпохи, где высокоскоростные роторы в вакууме будут обеспечивать стабильность целых городов, мгновенно заряжать ваши автомобили и питать космические корабли. В классической механике до сих пор кроется невероятная сила, нужно лишь иметь смелость ее приручить. Изучайте настоящие технологии, задавайте неудобные вопросы и никогда не верьте словам «это невозможно». Увидимся на новых инженерных разборах, у меня на там все. Друзья, подписывайтесь на мой Бусти, ставьте лайки, возможно дизлайки, если не понравилось, и всем добра. Пока-пока.